Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Сегодня мы погрузимся в историю, которая поначалу кажется маленькой, почти будничной. Но чем глубже мы в нее всматриваемся, тем яснее становится, что в ней скрыто напряжение, искусство и эмоции, о которых никто бы не подумал. Потому что за красной пудреницей с гравировкой, созданной специально для Тэхёна, скрывается цепочка моментов, дрожащие руки, невысказанное уважение и маленькое действие, превратившееся во что-то незабываемое. Оставайтесь со мной, пока мы раскрываем, как простое задание художника превратилось в маленькую часть истории, связанной с ним. Представьте день, который на самом деле ощущался совершенно обычным. Никаких громких объявлений, никаких неожиданных видео, никаких вспышек папарацци. Мир шел своим чередом спокойно, ровно, почти скучно. Но незаметно за дверью маленькой тихой комнаты рождалась история, которая однажды заставит многих остановиться и задуматься, что даже такая мелочь, как компакт-пуф, может хранить эмоции и преданность, которых никто не ожидал. В тот день блестящая красная пудреница лежала на деревянном столе. Маленькая, элегантная, простая. Внешне ничего особенного, если не учитывать тот факт, что она была сделана только для одного человека, для того, кому не нужно много слов, чтобы создать волшебство, для того, чье имя само по себе меняет атмосферу в комнате. Ким Тэхён. И именно здесь эта история начинает пульсировать, не из-за внимания СМИ, не из-за заявлений крупного бренда, а из рук человека, которого никто не увидит перед камерой, каллиграфу которому доверили тихое, почти тайное задание, известное лишь нескольким сотрудникам бренда. Задание, которое казалось простым, но несло в себе невидимое давление – создать одну единственную пудреницу для Тэхёна. Не для продажи, не для массового производства, не для компании, а как знак уважения. Когда имя Тэхёна официально объявили глобальным амбассадором, атмосфера в компании изменилась. Они не хотели дать ему что-то обычное, недостаточно было роскоши, им нужно было нечто искреннее, то, что выглядит маленьким, но сделано от сердца. Так и прозвучала закрытая просьба создать один компакт с ручной гравировкой специально для Тэхёна, что-то действительно значимое. И тут в дело вступил каллиграф. Ему не нужно было создавать десятки, никаких гудящих машин, никакой суеты ассистентов, никаких коротких путей. Только он, его инструменты и осознание того, что его работа окажется в руках человека, которого уважает весь мир. Давление не озвучивалось вслух, но висело в воздухе, плотное, дрожащее. Когда он положил компакт под лампу, реальность внезапно накрыла его. Это был не просто продукт. Это для Тэхёна, мировой суперстара, чье имя, влияние охватывает миллионы людей. Художника, известного своей утонченностью, вниманием к деталям и неизменно высоким стандартам. Его пальцы слегка напряглись. Он сделал глубокий вдох, тот самый вдох, который делает художник, стоя между совершенством и огромной возможностью ошибки. Комната стала еще тише, еще тяжелее. Даже царапанье инструмента по поверхности прозвучало громче обычного, словно тиканье часов. Каждый штрих должен быть идеальным, каждая линия соответствовать тем эмоциям, которые он хотел передать. Он вырезал не просто буквы, он переводил восхищение в физическую форму. Он вырезал название Тьюдер, символ бренда, а чуть ниже 3 буквы ТВХ, идентичность, имеющая собственный вес. С каждой линией он спрашивал себя, а если рука дрогнет? А если это будет недостойно его? А если я не смогу передать то, что должен? Но он продолжал, медленно, уверенно, с уважением. Есть момент в искусстве, когда весь мир будто задерживает дыхание. И именно в этот момент он сделал последний штрих. Отложив инструмент, он шагнул назад и посмотрел на пудреницу. Она сияла под светом. Не только материалом, но и самой гравировкой, теплой, искренней, словно сделанной с душой. Возможно, именно поэтому результат получился таким особенным. Никаких машин, никаких серийных штампов. Это создал человек, который действительно уважал имя, которое он вырезал. Но история на этом не закончилась. Когда представители бренда увидели результат, в комнате повисла тишина. Не неловкая, а та, которая возникает, когда люди понимают, что перед ними нечто уникальное.
Пудреница с ручной гравировкой, созданная с филигранной прецизивностью, предназначенная только для Тэхёна. Не для продажи, не для рекламы, не для демонстрации, только для него. Когда фанаты позже узнали об этой истории, пусть и не обо всех деталях, им стало ясно, роль Тэхёна в бренде – это не просто маркетинг, это уважение, искусство и человеческое тепло. И даже без больших объявлений сама гравировка уже рассказывала историю. Маленький компакт будто несет тихое послание от мастера. Я нервничал, я хотел сделать это идеально, потому что это для него. Когда изображение пудреницы появилось в интернете, люди мгновенно были поражены. Четкое, но утонченное, минималистичное, но глубокое. И вдруг маленькая вещь превратилась в символ, доказательство того, что малое может стать великим, когда связано с Тэхёном. Это и есть его эффект. Он превращает обычные моменты в необыкновенные. Он заставляет бренды повышать стандарты. Он вдохновляет художников отдавать больше, чем лучшее. И в этот раз он превратил дрожащие пальцы каллиграфа в искусство, созданное со страхом, но с огромным восхищением. Интересно, что после завершения работы атмосфера в бренде изменилась, как будто все осознали, это больше не просто сотрудничество, это партнерство, построенное на уважении. Пудреница стала тихим символом этих перемен. Некоторые сотрудники признались, что не могли отвести от нее взгляд. Они говорили, что в ней есть какая-то мягкость, хотя она из твердого материала, словно гравировка несла в себе грацию Тэхёна еще до того, как оказалась в его руках. Удивительно, как предмет может содержать эмоции. Но когда что-то создают с искренностью, оно словно оживает. Каллиграф же улыбнулся, когда пудреницу передали дальше. Улыбка облегчения, человека, завершившего работу, вложившего в нее душу. Он надеялся, что Тэхён почувствует эту искренность в каждой линии, не только увидит ее, но и почувствует. Наверное, поэтому эта история так тронула фанатов. Не из-за продукта, а из-за усилия, из-за нежности, из-за мысли о том, что кто-то, находящийся за кадром, действительно замедлил шаг, остановил суету и создал что-то для него, без спешки, без схем, только с чистой преданностью. И самое красивое – то, как эта история отражает стиль самого Тэхёна. Он известен вниманием к деталям, тихими процессами, умением вкладывать эмоции в каждое действие. И такова же история гравировки, созданной только для него, доказательство того, что малое может хранить эмоции, преданность и волшебство, который способен вдохновить только он. Фанаты, возможно, видели лишь изображение, но они почувствовали больше, почувствовали процесс, искренность, историю, спрятанную в гравировке. И незаметно компакт стал напоминанием о том, как Тэхён меняет сам подход людей к работе. Он заставляет художников быть внимательнее, он заставляет бренды принимать решения с уважением, он делает малое значимым. Есть вещи, созданные для продажи, есть вещи, созданные для памяти, а этот компакт создан по одной причине, как посвящение человеку, который присутствует не как амбассадор, а как вдохновение. Мы, возможно, никогда не увидим его лично, мы, возможно, никогда не услышим, как Тэхён говорит о нем, но история останется живой, в руках мастера, в тихой комнате, где делалась гравировка, и в сердцах фанатов, которые поняли, что тепло не всегда рождается из большого. Иногда оно рождается из одной линии, одного задержанного вдоха, одного маленького момента уважения. В конце концов, этот маленький компакт учит нас одному. Истинная красота не всегда в размере или цене, а в сердце, которое его создало. И когда на нем гравировано имя Тэхёна, он перестает быть вещью, он становится историей. Историей об искусстве, о преданности, о тихом уважении, которое можно не произносить вслух, но которое чувствуется. История, которая будет звучать всякий раз, когда кто-то спросит, почему эта маленькая пудреница выглядит такой особенной. Потому что она создана не для всех, она создана для него.